Добро пожаловать в Taillook. Сегодня мы познакомимся с основными инструментами программы для дизайна Taillook Design Tool. Давайте откроем программу и, указав свой e-mail и пароль, войдем в свою учетную запись в системе. Нажимаем «Вход» и видим открывшееся окно «Управление проектами», где нам предстоит выбрать «Открыть новый проект» или «Открыть уже существующий проект». Выбираем и нажимаем «Открыть существующий проект». В следующем окне предлагается выбрать один из вариантов загрузки. Это вариант из облачного хранилища Taillook или с компьютера. Нажимаем на первый вариант, чтобы загрузить проект из облачного хранилища Taillook. В открывшемся окне мы видим несколько закладок с проектами. Мои проекты, публичные проекты и учебные проекты, которыми может воспользоваться любой пользователь. Нажимаем на учебные проекты. Идет процесс загрузки. Все хорошо. Вот проекты появились. Давайте выберем вот этот и нажмем «Загрузить». А пока происходит загрузка проекта, я предлагаю познакомиться с интерфейсом программы. Мы видим привычные для нас опции меню «Файл». Здесь можно открыть или сохранить проект, а при необходимости его экспортировать в другие CAD-программы. Просмотр. В программе предусмотрена возможность представления проекта в разных режимах. Об этом мы поговорим позднее. Настройки. Об этом мы кратко рассказывали в предыдущем видео. Это видеоурок номер 3. Рекомендую его просто посмотреть. Language. Здесь можно выбрать удобный для вас язык интерфейса, а также другие закладки «Помощь» и «Обратная связь». В главном меню у нас есть рабочие вкладки, такие как «Создать комнату», «Расположить объекты» и «Раскладка плитки», где есть все необходимые инструменты для работы с ней. Чтобы получить фотореалистичное изображение нашего проекта, мы будем использовать возможности вкладки «Визуализация». А для подготовки предложений с ценами и количеством материала – вкладкой «Спецификация». Мы можем переходить от одной вкладки к другой для работы с разными аспектами нашего проекта. К примеру, для создания плана мы будем работать с вкладкой «Создать комнату», а затем перейдем во вкладку «Расположить объекты», чтобы добавить в комнату необходимые нам предметы мебели, оборудования или аксессуары и расположить их там, где необходимо. Раскладка плитки – это инструмент, который позволяет покрывать поверхности нашей комнаты плиткой, а также другими облицовочными материалами. Под главным меню расположены иконки с инструментами, которые становятся активными при нажатии определенной вкладки главного меню. К примеру, сейчас вот эти иконки активны, но после перехода на вкладку «Расположить объекты» они погаснут и станут неактивными. Однако вернемся на вкладку «Раскладка плитки». Вы видите, что инструменты стали доступны. Перейдем опять на вкладку «Расположить объекты» и иконки погасли. Однако, стоит нам выбрать 3D-объект, как новые иконки становятся доступными для использования. Подробнее о них мы поговорим в следующих видеоуроках, а сейчас для нас важно познакомиться с 2D двухмерным видом, который вы видите слева, и трехмерным представлением 3D, который вы видите справа. На некоторых вкладках в полноэкранном режиме и в 2D виде мы можем использовать колесико мышки для увеличения и уменьшения масштаба. А при нажатом колесике и перемещении мышки мы сдвигаем весь 2D-лист в другое место. Если мы выберем другую поверхность, то вид изменится, и мы сможем работать с ним уже здесь, в 2D-виде слева. Перейдем на вкладку «Расположить объекты». Именно здесь, в полноэкранном 3D-виде или представлении, мы используем прокрутку мыши для увеличения и уменьшения масштаба. Удерживая нажатой правую клавишу мышки и двигая ей, мы можем вращать 3D-вид так, как будто бы вращаем нашу голову. Внизу экрана есть иконки с пиктограммами для поворота и смещения 3D-вида в разные стороны. Если навести курсор на иконку, то появится подсказка с буквой. Надо нажать ее на клавиатуре, чтобы выполнить аналогичное действие. Для примера, нажав на букву A, мы смещаем 3D-вид влево. D вправо, на букву Q вверх, а Z вниз.
Это как в видеоиграх, чтобы использовать левую руку на клавиатуре для перемещения 3D-вида, а правой рукой, управляя мышкой, поворачивать или менять его масштаб. Однако придется потренироваться, если вы хотите управлять одновременно и клавиатурой, и мышкой. Но это позволит вам свободно перемещаться внутри проекта и быстро добираться туда, куда вам нужно, экономя при этом время на создание проекта. На этом предлагаю закончить этот урок. И напоминаю, что вы всегда можете обратиться к нам через чат. Это синяя кнопка в нижнем правом углу экрана сайта. Или написать письмо на электронную почту. Адрес contact@tailook.com. Спасибо за ваше внимание. С вами был Владимир Микитин. Желаю вам успехов и новых идей для вашего дизайна. До скорой встречи на Тайлук.